Всем привет! У микрофона вещает Джампер, и в данном видео мы рассмотрим недавний патч, который внес изменения в соревновательный режим, и не только. Многие игроки на ютубе и в соцгруппах уже успели высказать свое мнение по этому поводу, и как бы печально это ни звучало, не смогли разобраться до конца, или же ничего таки не поняли. Статью и дополнительный пост в официальной группе ВК многим было лень читать до конца, о чем говорит комментарий по типу «много букв». Это неудивительно, ведь большинство игроков это дети, которым необходимо все разложить по полочкам. Именно этой наивностью воспользовались дезинформаторы, если, конечно, сами хоть что-то поняли. Из-за чего пострадали невинные игроки. Надеюсь, хотя бы этот ролик поможет разобраться в сложившейся ситуации. Начнем с терминологии. Что такое ММР, отображающийся рядом с вашим рангом? Все просто. Это очки рейтинга. Чем больше очков, тем выше ранг. Для каждого ранга требуется разное количество очков, и эту разницу вы видите на своих экранах. Как вы могли понять из статьи, после выхода патча необходимое количество очков ММР для каждого из рангов изменилось, из-за чего в ваших профилях отображался устаревший ранг. Для того, чтобы узнать актуальный, нужно было сыграть одну катку в ММ, и тогда ваш ранг повысится, потому что количество ваших очков ММР теперь соответствует совершенно другому рангу. Но некоторые индивидуумы начали называть это багом, советовать очистить кэш, выходить после первого раунда, говоря, что ранг повысили багом. Таким способом они испортили другим игрокам довольно много матчей, которым приходилось играть в меньшинстве, ведь их союзники тупо ливнули. И как многие уже догадались, это не баг, а те, кто снимали и продвигали в массы подобные видео, типичные дезинформаторы. Лучше распространите это видео и эту информацию среди друзей, чтобы как можно больше людей перестало ливать из матчей и портить игру другим. Почему требования для высоких рангов стали меньше? Как видно на картинке, на высоких рангах до патча была проблема. Очень мало игроков достигало этих званий, следовательно, на той же легенде поиск матча мог продлиться до 2-3 часов. Это очень долго. Потому в новом патче данная ситуация была исправлена и в целом улучшена система поиска. Изменили границы рангов и уменьшили необходимые требования. Как итог, игроки после первого сыгранного матча сразу получили повышение на несколько рангов. На данной картинке вы можете увидеть, как теперь распределены игроки по рангам. Ситуация стала намного лучше, и время поиска на высоких рангах стало меньше. Студия гордится проделанной работой и хочет продолжать радовать свое комьюнити подобными ништяками, часть из которых, кстати, вы скоро увидите в обновлении 0.14.0. Вернемся к дезинформации. Некоторые стали жаловаться, мол, игрокам необоснованно повысили звание, и теперь на высоких рангах встречаются много неопытных игроков, превращая матчмейкинг в обычный паблик. И вообще, верните все как было, раньше было лучше. Но это очередное заблуждение. Подбор игроков идет не по рангам, а по очкам ММР. Это значит, что игроки остались на том же уровне, что и раньше, ибо ваши очки ММР никто не менял, и их показатель остался прежним. К примеру, взять легенду с 2500 ММР и легенду с 3500 ММР. Ранги одинаковые? Да. Смогут ли они играть вместе? Нет. Ибо, опять же, разница между ними велика, а ограничение и подбор происходит не по рангам, а по очкам ММР. По факту ММ остался прежним. Все прежнее. Разве что сместили границы званий по очкам ММР, улучшили поиск матчей и подбор игроков. Возможно, в некоторых матчах вам будут попадаться люди, которые еще не провели ни одной катки в ММ после выхода патча, следовательно, в профиле у них будет отображаться устаревший ранг. Поэтому в таких случаях лучше смотреть на очки ММР, а не на ранг. Данная ситуация изживет себя с появлением второго сезона, когда осуществится сброс званий, и калибровку для дальнейшей игры в ММ придется проходить каждому. Все эти изменения были реализованы, отталкиваясь от статистики, собранной за все время существования ММ. И кому как не разработчикам знать о ней и необходимых для нее изменениях. Хотелось бы от себя поблагодарить Кирилла за помощь в составлении текста для данного ролика, создании превью и предоставлении материала в виде вставок, которые вы наблюдали в данном ролике. Ссылку на его канал я оставлю в описании. И не забудьте посетить его телеграм-канал. Там часто выходят интересные и весьма полезные статьи. Рекомендую ознакомиться. Ссылка также в описании. На этом все.
Всегда проверяйте информацию, внимательно ознакомляйтесь с материалом, прекращайте бездумно верить всем подряд. И удачных вам каток!